Мать Петра III и дочь Петра I скончалась приблизительно месяца через два после того, как произвела его на свет, от чехотки. В маленьком городке Килье в Галштинии, с горя, что ей пришлось там жить, да еще в таком неудачном замужестве. Карл Фридрих, герцог Галштинский, племянник Карла XII, короля шведского и отец Петра III, был принц слабый, неказистый, малорослый, хилый и бедный. Он умер в 1739 году и оставил сына, которому было 11 лет, под опекой своего двоюродного брата Адольфа Фридриха и епископа Любекскага, герцога Галштинского и впоследствии короля шведского, избранного на основании предварительных статей мира по АБО по предложению императрицы Елизаветы. Во главе воспитателей Петра III стоял обергов-маршал его двора Брюмер, швед родом. Ему подчинены были обер-камергер Перхальц и 4 камергера. Из них двое — Адлерфельд, автор истории Карла XII, и вахтмейстер — были шведы, а двое других — Вольф и Мардефельд — галштинцы. Этого принца воспитали ввиду шведского престола при дворе слишком большом для страны, в которой он находился, и разделенном на несколько партий, горевших ненавистью. Из них каждая хотела овладеть умом принца, которого она должна была воспитать, и, следовательно, вселяла в него отвращение, которое все партии взаимно питали по отношению к своим противникам. Молодой принц от всего сердца ненавидел Брюмера, внушавшего ему страх, и обвинял его в чрезмерной строгости. Он презирал Бергхольца, который был другом и угодником Брюмера, и не любил никого из своих приближенных, потому что они его стесняли. С 10-летнего возраста Петр III обнаружил наклонность к пьянству. Его принуждали к чрезмерному представительству и не выпускали из виду ни днем, ни ночью. Кого он любил более всего в детстве и в первые годы своего пребывания в России, так это были два старых камергера. Один Крамер, леонец, а другой Румберг, швед. Последний был ему особенно дорог. Это был человек довольно грубый, жесткий, из драгунов Карла XII. Брюмер, а следовательно и Бергхольц, который на все смотрел лишь глазами Брюмера, были преданы принцу, опекуну и правителю. Все остальные были недовольны этим принцем и еще более его приближенными. Вступив на русский престол, императрица Елизавета послала в Галштинию камергера Корфа вызвать племянника, которого принц-правитель и отправил немедленно в сопровождении обергов-маршала Брюмера, обер-камергера Бергхольца и камергера Дукера, приходившегося племянником первым. Велика была радость императрицы по случаю его прибытия. Немного спустя она отправилась в Москву на коронацию. Она решила объявить этого принца своим наследником, но прежде всего он должен был перейти в православную веру. Враги обергов маршала Брюмера, а именно великий канцлер граф Бестужев и покойный граф Никита Панин, который долго был русским посланником в Швеции, утверждали, что имели в своих руках убедительные доказательства, будто Брюмер с тех пор, как увидел, что императрица решила объявить своего племянника предполагаемым наследником престола, приложил столько же старания испортить ум и сердце своего воспитанника, сколько заботился ранее сделать его достойным шведской короны. Но я всегда сомневалась в этой гнусности и думала, что воспитание Петра III оказалось неудачным по стечению несчастных обстоятельств. Передам, что я видела и слышала, и это разъяснит многое. Я увидела Петра III в первый раз, когда ему было 11 лет, в Эйтине, у его опекуна, принца-епископа Любекскага. Через несколько месяцев после кончины герцога Карла Фридриха, его отца, принц-епископ собрал у себя в Эйтине в 1739 году всю семью, чтобы ввести в нее своего питомца. Моя бабушка, мать принца-епископа, и моя мать, сестра того же принца, приехали туда из Гамбурга со мною. Мне было тогда 10 лет. Тут были еще принц Август и принцесса Анна, брат и сестра принца-опекуна и правителя Галштинии. Тогда-то я и слышала от собравшихся вместе семьи, что молодой герцог наклонен к пьянству, и что его приближенные с трудом препятствовали ему напиваться за столом, что он был упрям и вспыльчив, что он не любил окружающих и особенно Брюмера, что, впрочем, высказывал в живости. Он был слабого и хилого сложения. Действительно, цвет лица его был бледен, и он казался тощим и слабого телосложения. Приближенные хотели выставить этого ребенка взрослым, и с этой целью стесняли и держали его в принуждении, которое должно было вселить в нем фальшь, начиная с манеры держаться и кончая характером. Как только прибыл в Россию Галштинский двор, за ним последовало и шведское посольство, которое прибыло, чтобы просить у императрицы и ее племянника для наследования шведского престола. Но Елизавета уже объявила свои намерения, как выше сказано,
в предварительных статьях Мира Вабо ответила шведскому семейству, что она объявила своего племянника наследником русского престола, и она держалась предварительных статей Мира Вабо, который назначил Швецию предполагаемым наследником короны принца-правителя Галштинии. Этот принц имел брата, с которым императрица Елизавета была помолвлена после смерти Петра I. Этот брак не состоялся, потому что принц умер от оспы через несколько недель после обручения. Императрица Елизавета сохранила о нем очень трогательные воспоминания и дала тому доказательства всей семье этого принца. Итак, Петр III был объявлен наследником Елизаветы и русским великим князем. Вслед за исповеданием своей веры по обряду православной церкви наставники ему дали Симеона Теодорского, ставшего потом архиепископом Псковским. Этот принц был крещен и воспитан по лютеранскому обряду, самому суровому и наименее терпимому, так как с детства он всегда был неподатлив для всякого назидания. Я слышал от его приближенных, что в Киле стоило величайшего труда посылать его в церковь по воскресеньям и праздникам и побуждать его к исполнению обрядностей, какие от него требовались, и что он большей частью проявлял неверие. Его высочество позволяло себе спорить с Симеоном Теодорским относительно каждого пункта. Часто призывались его приближенные, чтобы решительно прервать схватку и умерить пыл, который в нее вносили. Наконец, с большой горечью он покорялся тому, чего желала императрица. Его тетка, хотя он и не раз давал почувствовать, по предубеждению или по привычке или из духа противоречия, что предпочел бы уехать в Швецию, чем оставаться в России. Он держал при себе Блюмера, Берхальца и своих галштинских приближенных вплоть до своей женитьбы. К ним прибавили для формы нескольких учителей, одного Исаака Веселовского для русского языка. Он изредка приходил к нему в начале, а потом и вовсе не стал ходить. Другого профессора Штеллина, который должен был обучать его математике и истории, в сущности играл с ним и служил ему чуть ли не шутом. Самым усердным учителем был Ландея, балетмейстер, учившего его танцам. В своих внутренних покоях великий князь в ту пору только и занимался, что устраивал военные учения с кучей людей, данных ему для комнатных услуг. Он то раздавал им чины и отличия, то лишал их всего, смотря по тому, как вздумается. Это были настоящие детские игры и постоянное ребячество. Вообще он был еще очень ребячлив. Хотя ему минуло 16 лет в 1744 году, когда русский двор находился в Москве. В этом именно году Екатерина II прибыла со своей матерью 9 февраля в Москву. Русский двор был тогда разделен на два больших лагеря или партии.